Если кратко изложить миф о погоне охотника за лосем, то он будет звучать примерно так. Миф о небесном лосе, небесных лыжах и волшебном озере в конце пути является удивительной историей из мифологии северных народов. В этом мифе герой, часто охотник или путешественник, решает отправиться на поиски небесного лося, который славится своей красотой и сверхъестественной силой. Охотник вооружается небесными лыжами, которые обладают магическими свойствами и позволяют ему путешествовать по небесам. На своем пути он встречает различные испытания и опасности, такие как вьюги, ледяные скалы и зловещие силы небес. Поймав лося, путешественник не только приобретает богатство и славу, но и осознает свою связь с высшими силами и миром. Ты так и задумывал такой процесс? Нет, в том-то и дело. Это все произошло абсолютно случайно. Я заболел ковидом, и это было очень тяжело. У меня было КТ-4, у меня было поражение легких больше 85%. Я лежал в больнице. Соседи по палате умирали один за другим, их уносили, приводили других, они тоже умирали. У меня от кашля сломались 3 ребра, началось внутреннее кровотечение. И так как я лежал в очень хорошей больнице, у них был священник, который приходил к людям, которым уже пора. И вот практически в Новый год, не помню, 29 или 30 декабря, ко мне в палату пришел священник и сказал, главврач сказал, что мне нужно исповедоваться. Спросил меня, говорит, ты православный? А я лежу весь в трубках такой, вот здесь вот вшиты трубки. Я говорю, ну да. Он говорит, в церковь ходишь? Я говорю, да, хожу. Ну, тебе, наверное, стоит исповедоваться. Главврач сказал, пора. И вот тогда у меня пришло осознание, что, а может, это все? Но я тогда понял, что реально пора. И не захотел. Я ему сказал, нет, я исповедоваться не буду. Он говорит, почему? Я сказал, я не хочу умирать. Я не буду умирать. Я ему сказал, не, я не умру. Он говорит, точно? И посмеялся. Я говорю, точно. Он тогда достал из кармана чокопай и сказал, ну на вот съешь. И этот чокопай лежал еще полдня у меня на тумбочке. Потом я открыл, съел его. Знаете, такое причастие. И через 2 недели меня выписали из больницы. Произошло чудо.
Я начинаю свой путь там, где Московская кольцевая автомобильная дорога разрезает на две неравные части Лосиный остров, уходя в сказочные дебри. Отправная точка маршрута – детская инфекционная больница номер 5. Точное название места – территория больницы. Чтобы отправиться дальше, мне надо найти хоры. Если говорить про историю написания текста оперы, вообще идеи ее, это связано с таким художественным мероприятием под названием «Опытное поле». Почему именно Лосиный остров? Потому что Гриша с Ирой жили там, в Балашихе, и делали там же в лесах и полях проект «Опытное поле». Организовывали выставки произведений искусства и музыкальные выступления под открытым небом. Кстати, «Опытное поле» — это реальное название района. Заканчивался 2018 год, очередная выставка в Зимнем Лосином острове. К этой выставке я написал половину текста оперы, вторая половина, как мы помним, комментарии с Викимапии. Идея простая. Главный герой совершает путешествие через лес прямо к точке проведения выставки. Естественно, у меня были мысли пройти этот путь по-настоящему, но зачем? И эта опера просто лежала у меня как не то что мертвым грузом, просто она был этот текст, больше ничего не было. И, собственно, вот Светлана с Алиной, они делали почему-то в Бийске. Долго объяснять, как им оказались в Бийске. Начиналось все в бийских гаражах. Да, Буквально. На реке Бия. Бия. Бия, дочь Стикса. Света была из Бийска, мы поехали в Бийск, чтобы оставить Федю бабушке, а самим записывать. Они делали свой музыкальный проект, тоже связанный с, может быть, с оперным каким-то, с оперной формой, но скорее это такой, я бы назвал это расширенный какой-то рейв. Короче, да будешь ты главная. Если так главная, смотри, мы тут будешь сумаки. Да. Пришел мужчина. Звали его Даниэль. И рассказал, что есть маршрут. Я тогда узнала про это впервые. Ты ходил, и такой говоришь, а может быть вы запишете? И мы поняли, что это работает, что надо продолжать. И так мы начали писать маршрут, вот как раз в эти последние 2 дня, потому что через 2 дня я уезжала в Челябинск. И ребята тоже поехали в Челябинск. Мы продолжили писать маршрут в Челябинске. Моя мама оперная певица, папа музыкант, и мы очень хотели, чтобы они тоже поучаствовали в маршруте. И все это пописали. И, кстати, где мы пародируем оперных певцов, там есть одна партия, придуманная моей мамой. А пешком по нему можно пройти? В подмосковной части добраться по тропинке, если не ошибаюсь, до этого места, но по северному берегу Ички не решился, показалось только. В Челябинске все заболели ковидом, это был лазарет, у мамы было 40. В общем, мы продолжали это записывать, и потом все уехали уже в Москву. Появился Гриша, появились Слава. И я такой был маленько, конечно, не пришей кобыле хвост, короче. Я вот вчера вот приехал в эту Москву. Мы какие-то были в каком-то вот очень правильном и важном смысле уже все профессионалы. И когда, например, появился и Слава Сысоев, и, конечно, он понимал все. Знаете, как он понимал все? Он не понимал ничего, и его это устраивало. Тут какая-то репетиция, короче, какой-то Гриша непонятный с каким-то с чемоданом бородатый. Никто точно не знал, типа, как это все
То есть вот есть как бы текст, есть какие-то ощущения, как это все делать не очень понятно. У нас было все понятно в плане, то есть у нас был главный именно текст, и так как Даня, ну, ты сам, да, получается, был инициатором этого опыта, ты нас собрал, в принципе, больше ты ничего не делал. Все так одновременно находились в этой лодке, что ли, да, посреди бушующего моря, как бы, ну и уже деваться некуда. А мы как бы были максимально ответственны к целому и максимально безответственны к настоящему. И это как бы, наверное, и рождало все в такой скорости. Это не подготовка, это прям как жизнь. Это не подготовка к тому, чтобы вживую сыграть маршрут. Это вот, даже если брать сегодняшний день, мы по большому счету, ну, мы не сыграли вживую 3 акта, да? Мы сыграли один, ну, как я даже не считаю, это как проба пера. Мы никогда не думали делать маршрут в записи. Маршрут это ассоциировался всегда с живым выступлением. Лес лесом, а если и его вырубят под застройку высоток, то Москва задохнется. Во всяком случае, новые поправки в лесной кодекс позволяют запросто откусывать кусочки от леса, что и делается сейчас. Как это возможно? Потому что песня — это же всегда такое место, где, ну, вот надо вот сочинить, там, создать эту поэзию, там, рифмы, не рифмы, да, нет, все это херня, говорит маршрут. Что нового в маршруте? Чем он отличается от всего того, что было раньше? Что нового в маршруте? Что свежего, да, что нам вот... Что нового, что свежего в маршруте? Нахуй своими вопросами, блядь. Пришло время рассказать, о чем опера «Маршрут» и как она устроена. Это Викимапия. Это Лосиный остров. Огромный лес в Москве. Я залипал на карте и мысленно прошел по маршруту, проложенному через весь парк. Написал текст о том, что видел бы и слышал, если б находился там. А может, я там и находился. Я слышал голоса, комментарии. Вот так примерно это устроено. Или так. Ичка остается течь вдоль МКАДа позади меня. Я много раз видела сеть. Оперой я назвал это для себя в голове, потому что я сразу понял, что вот эти голоса места, они должны петь. То есть это для меня были ангелы, сидящие на лэпе в волшебном лесу. И за 3 года ни разу внутри не возникало какого-то, знаешь, даже близко не было ощущения какой-то шероховатости. И у нас были с Гришей такие разговоры, когда он однажды мне так спустя там полгода стал говорить про то, что Свет, а ты, например, не пробовала такую вот тему, как петь в ноты? Честно уж признаюсь, я не думал, что казалось бы, простую музыку так сложно, ну, как бы технически ее так исполнить, что если так можно выразиться. То есть ощущение это есть внутри такое, что типа, да, это вот так может звучать. Ну, сыграй. Федеральное государственное учреждение.
как бы сразу прыгали с места в карьер. То все как бы сразу на деле. Все как бы на задании. То есть это было весело, но это прям работа была. И честно скажу, что не всегда, вот лично я приезжал в какой-то, знаешь, там кондиции, типа веселиться. Вот я прям, не то, что у меня работа связана с какой-то тяжестью, ну прям работал, да, ну там настроения нет, там что-то как там... Ну, быть панком — это труд. Мы так заходили за очень такие рамки, которые вроде бы мы их думали, что нет, они у нас, оказывается, были, и потом, когда мы их перешагивали, это, конечно, когда веселишься и, ну, так фигачишь в свободе какой-то, при этом очень такая структура есть внутренняя, общее, ну, ощущение такого животом, что все как бы в одну сторону, это очень сильно окрыляет и освобождает вообще голову, сердце, и ты начинаешь как бы так очень приятно творчеством заниматься, короче. То я неоднократно на репетициях ловил вот то, что называется, да, вот этим катарсисом каким-то, да, что-то. Фрисон по всему телу просто. Официальное название парка! Государственный парк! Лосиный остров! Я там часто бываю, пару раз лосей встречал. То есть для меня это акт такой чистой любви. Не самовыражение, не самопрезентации, там, смотрите, как я пою, или смотрите, какая-то музыка, там абсолютно нет места никакой вот, ну, личной истории, и при этом только из личного опыта это и создано. То есть вот такой вот здесь парадокс. Когда начинает звучать музыка, заканчивается внутренний диалог. Она просто звучит. Тебе надо просто где-то вот здесь взять и кайфануть. Маршрут начинает уходить куда-то вот на второй, ну, знаешь, не на второй, а на третий какие-то планы, потому что война заняла все вообще, все пространство, все внутри. Третий акт вообще посвящен войне. И так совпало, что именно по нашей тайм-линии мы туда как раз пришли. То есть мы пошли как раз делать третий акт, и это совпало с войной. То есть мы уже его начали делать, и началась война. От того, что соединилось именно так, мы просто стали продолжать. Мы закончили маршрут, да. потому что, ну, было понятно, что, ну, как бы его нельзя не закончить. На этом месте во время Великой войны располагалась одна из частей ПВО. И даже то, что вот мы слышим сейчас, для нас это был только этап. То есть мы не собирались это фиксировать полностью. Но судьба распорядилась так, что вот, ну, как сказать, Гриши на какое-то время не стало. Частый вопрос, типа, что за опера, что там, типа, вот, что звучит в опере? Это же действительно очень сложно передать. Ну как бы, потому что там действительно есть и какие-то психоделические моменты, и есть такие и тонкие, и жирные, толстые, какие-то душевные, там, знаешь, где есть слеза, и страшные моменты есть. А вот то, что уже на последнем этапе, да, вот ты помнишь,
по телефону еще мы с тобой общались, я считаю, вы уже здесь были, я еще в России оставался. И вот этот момент после цыганщины, да, конечно, у меня срабатывал сразу этот триггер, как бы, я такой, типа, меня начинало, как бы, знаешь, не то, что холодный пот, но как бы меня это выбивало. Я продолжаю движение на восток и начинаю паниковать. Все время оглядываюсь. Стараюсь найти следы. Свои же следы, которые точно вот тут оставлял. Неужели напрасны мои труды в преодолении пути? Я заблудился. Маршрут провален. Ну вот у меня в руке как раз одно из многочисленных писем по ту сторону, с той стороны забора, скажем так, где, ну, я предполагаю, как раз плюс-минус, ну, я так думаю, что это первое письмо от тебя как раз. Это в Капотню, наверное, еще. Вот, по идее, да, ну, как здесь написано 13 июня, а меня 13 июня уже как бы вроде, как раз в этот день меня перевозили с Капотни в Бутырку, и мне вручили все эти письма уже как бы в Бутырке с опозданием. Вот, и здесь как раз ты пишешь, что Гриша, дорогой друг, привет. Пересмотрел-то случайно фильм Миядзаки «Ветер крепчает», и там ключевая фраза «Ветер крепчает, значит, жить пытайся». Это касается всех нас. С этого вот и хочу начать письмо. Ну, сначала такое... И вот то, что я до этого говорил, потому что реально не знаю, как его начать. Поэтому буду рассказывать, что приходит в голову. Вот это вот как раз ощущение. И первое, о чем ты говоришь в письме, это наконец-то приступили к сведению звука. Ну, то есть сведением это пока что можно назвать с огромной долей условности. Пока что это скорее просто подробное изучение. Запись хорошая, работать можно. Если бы знал тот Даня, который писал это письмо, о чем он говорит. Мы записали 10 мая демку. Короче, концовку мы там сведем уже потом. Понятно. В 11:30 вечера мы нажали стоп. И в 12 с чем-то ночи Гриша уже, в общем... Все лежали на асфальте. Все лежали на асфальте, и да, и Гриша уже был в наручниках. Если бы мы не записались тогда все 10 мая, вообще, ну то есть... Этот материал было бы невозможно восстановить. Естественно, были какие-то записи с репетиций, какие-то фрагментарные, но я сейчас просто вот понимаю, что это такая махина, которую, ну, ты из головы просто не вспомнишь. И, соответственно, после вот этой ситуации с арестом маршрут как бы продолжился.
единственный из нашего тесного коллектива маршрута, кто остался в России. Расскажи, пожалуйста, что в России происходит, как тебе там живется и как ты себя вообще там ощущаешь? На ВДНХ выставка проходит сейчас огромнейшая, то есть там все ВДНХ, это как бы вот все огромная выставка под названием Россия. Вот как бы это, там представляются разные регионы России на разных стендах. Значит, Омская область представила, кроме всего прочего, Колчака. Ну, потому что он там в свое время Омск сделал Столицей. Столицей Российской империи там, и так далее. И золото там где-то потерялось. Я по легенде, мы там квесты с детьми проводим, в котором по легенде я этот, господи, Колчак-андроид. Вот. И, значит, я, конечно, там стараюсь как могу, но я же все-таки профессионал, там все дела, изображаю там от андроида как надо. Но люди, вот они иногда настолько, особенно дети, понятно, а взрослые как-то вот с такой придурью, они так меня щупают и такие, чё? Ой, настоящий, смотри. Ну, в общем, они, проходя сквозь такие лабиринты вот этих всех голографических сильноэволюционных видений, миражей, они теряют ощущение воспринимать, живое сейчас перед тобой или нет. То есть они реально могут, то есть, не понять. И вот нахождение на этой выставке очень способствует этому, когда ты просто, ты теряешь способность отличения реальности от нереальности. Сама иллюзия нам нужна как еда. Нам нужна иллюзия как еда, иначе мы просто, наша цивилизация становится, а с другой стороны, может быть, ей пора остановиться. Раньше здесь можно было гулять и пешком, и на велосипедах во всех направлениях до Яузы. Это часть Мещеры с неглубоким уровнем грунтовых вод, когда рочьи истоки особенно на востоке перекрыли фундаментами домов. На руках у нас только эта злополучная демка, которую, по большому счету, нельзя никуда никому давать слушать. И мы встретились с Алиной и пришли к выводу, встретились с Тбилиси, которая приехала с тобой, со Светой, делать Соломею там, доделывать. Но я уехала на суд Гриши. Да, Света уехала на суд Гриши, и мы с Алиной остались вдвоем в этом городе, вдвоем, как два участника маршрута. И пошли на местную студию тбилисскую, пришли сюда с этой демкой. Мы еще не думали о том, что надо там что-то перезаписывать, мы думали, что достаточно только пересвести. Но Леша, звукорежиссер этой студии, послушав, сказал, что все надо переделывать. И он оказался прав. Надо все перезаписывать, и стоит это очень дорого. Ребятки, я все ставлю на маршрут. Ты посмотри! Сработало! Маршрут работает! Я хочу здесь отдельно посвятить короткий рассказ про Сашу Старикова, нашего друга и мецената, в том числе этого проекта. Мы с ним сделали уже очень много. Но это было
лето 2014 года. Вы на съемке забыли объектив. И моя жена Алина работала у тебя на съемках «Эликсира». «Эликсир» — это первый полнометражный фильм, в котором я режиссер и автор сценария. Также это доказательство того, что кино проще снять, чем найти на него деньги, что лес обитаем и что искусство сильнее смерти. И меня попросили из Москвы в Тверскую область привезти объектив. Я совершенно человек далекий от искусства. Поехал и понял, что просто с объективом ехать неинтересно. По дороге заехал на рынок, купил барана, купил казан, купил печку. И все это привез на съемки. Помню, приезжаю глубокой-глубокой ночью, утром вышел ты, вышла вся группа. И на самом деле это сильно изменило мою жизнь, потому что я прикоснулся к чему-то, чего раньше совершенно не знал и не понимал. Какова вообще роль денег в искусстве? Продолжение. В произведении. Одна из... Мне очень понравилась именно сказочность материала. Какие-то легенды, переплетенные этих мест, какие-то персонажи мифические. Это завораживало меня. И завораживает все еще. И все, и мы начали сотрудничать, и мы записали очень хороший материал в Тбилиси. Я так понимаю, что там был полностью записан маршрут. Так, это у нас получается 9-й день записи. Связочки уже не те. Связки не те. Да, приходится принимать лекарства. Профессиональным методом. Да, так как мы находимся в Грузии, вот, пожалуйста, еще боржоми. На, запей. Спасибо. Да, сейчас все получится. Да, сейчас все получится. Результат может быть положительным. 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 Второй день грузинской революции встречаем под эту песню. Надеюсь, она поможет во всех добрых делах. Никто в студии, практически никто не понимал, что вообще происходит, что за девчонки там орут в микрофон, вообще почему какую-то музыку, почему какой-то там текст идет, «Лосиный остров», вообще полная шиза. Летнее кафе работает только летом! Еще одно чудесное событие произошло. То, что мы выяснили, что Антон Курышев, наш друг, звукорежиссер, с которым мы работали вообще много лет и кучу тоже сделали проектов, он находится в Черногории, а в Черногории дом у Саши. Собственно, ты мне позвонил и сказал, что делаешь фильм, в котором нет видео. Я сказал, что я в деле. В Черногории у меня дома мы сделали студию. Вот комната в предоставленном любезном доме. Вот мы здесь будем студию делать, звуковую. Только с умом это делать нужно, а вот с этим проблема. Мы сделали студию, как обещали. Вот тестим ее сейчас. Волосы дыбом!
Ты участвовал еще в первой читке маршрута, которая произошла ровно 7 лет назад, 3 декабря 2016 года. Я помню про эту читку, я забыл, что я в ней участвовал. И я как бы такой, типа, вообще про это забыл. Потом, когда мне показали видео, я такой, или там фотографии, я думаю, точно имели, ну, там Ленка тоже говорит, да, я помню, как бы, как вы там, типа, читали. Я вообще удивился, что у меня как бы, да, я участвовал в начале, об этом забыл, потом участвовал в конце. Круг замкнулся. Да. Дорога-то одна. Мы закончили сведение. И еще одно удивительное событие. Еще же сюда и Гурьянов доехал, Андрей Гурьянов, который тоже нам помог и тоже поучаствовал с мастерингом, с какими-то там ценными советами. Андрей Гурьянов. Они с Антоном очень много работали в кино, очень много сделали звука, они прямо в связке работали всегда. И, собственно, их связка началась, кстати, на фильме «Эликсир». Мы ровно в таком составе уже один раз работали, было очень классно. Это было ровно, что поразительно, это было ровно 9 лет назад. Андрюх, а ты что делаешь сейчас? Ну вот если серьезно. Я теперь делаю так, чтобы это было очень хорошо. Угу. Ну класс. А как это научно называется как-то? Это тоже как бы удивительно, потому что как бы что вообще, ни денег, ничего ни у кого нет, как бы всех раскидало и там все пытаются как-то выжить, каждый в своей норке, а тут вдруг мы взяли, умудрились собраться посреди Европы как бы там на целый месяц, что-то типа делать. Ну в смысле, я имею в виду на целый месяц с Гурьяновым, мы-то с тобой дольше просидели. На этапе Черногории работы там с Антоном Курышевым, с Андреем Гурьяновым я увидела, насколько работа с формой может давать, правильная, конечно, работа с правильными художниками, вот, потому что можно все очень быстро испортить, если, например, это отдать как бы людям, которые работают по стандартам. Вот. Но если художник, звукорежиссер, он тонкий человек, то он начинает он начинает как бы падать туда, в твой процесс, и из этого процесса он это уже как, не знаю, как хирург в роддоме, очень аккуратно берет у роженицы просто ребенка. Говори меньше, слушай больше. Это те выражения, которые я вот слышал, например, находясь в тюрьме. Но выходя на свободу, правила не меняются. А маршрут, он не может существовать по правилам. Потому что первая работа после 10 мая 22 года. Ну, такая прям полноценная работа. Мы немного там в студии ковырялись, но это прям вот возврат к настоящей работе после всего. Переворачиваем страницу, в общем. Поехали.
теперь-то сумерки, их лучше не встречать. Люблю всякие ебанутые проекты. И уже зная тебя много лет, я понял, что тут будет что-то очень интересное. Ну так оно и произошло. То, что сделано за последние, сколько уже, 5 лет, да? 7, а завтра? Завтра 7? Завтра ровно 7 лет. Так, прошу прощения, что перебиваю. Сегодня 30 апреля 2024 года. Монтаж фильма уже закончен. Но я все-таки решился внести в него кое-какие дополнения. Я хочу рассказать про 2 эпизода, связанных с ролью рассказчика. Первый эпизод – это когда весной 2017 года я попросил прочитать авторский текст оперы своего друга и философа Александра Евангели. Я вижу висящие в воздухе буквы, собранные из снежинок. Они слегка покачиваются на тихом ветре. Нестабильность этой конструкции вызывает трепет и восхищение. Буквы образовывают название места. И второй эпизод – это когда в январе 2020 года этот же самый текст прочитал актер Михаил Ефремов. Я раскрошил ногой гнилой пень осины, и тут же из-под спящих личинок, из-под их бледненьких туловищей вытеснулся сказочный шепот хора долины. Что все это значит? Зачем я это снимал? Я уже не помню. Но так как фильм повествует об истории, о задокументированной истории создания оперы, я решил по возможности ничего не забывать. 7 лет такого сначала медленного, в медленном темпе шло, да, все, да, создание. Затем все ускорялось, и последний, мне кажется, полтора. Нас выгоняют из Люксембургского сада. Панки, да, это веселье. И как это все... ну да, видишь, все равно я опять возвращаюсь к тому, что вот эта вот дорога одна, и это как жизнь, и маршрут не пройден. И, блин, вот сейчас страшная мысль пришла в голову, а может и никогда и не будет пройден. Идем как бы сквозь этот апокалипсис, он как бы в нас, он с нами, он среди нас, мы, ну как бы мы внутри него, но у нас всегда есть вот этот, у меня аж мурашки, у нас всегда есть вот этот поэтический как бы, как сказать, движок, сквозь, ну как бы благодаря которому мы как бы сквозь него проходим и созидаем, то есть мы, ну как бы, ну по факту мы не останавливались еще, мы еще не остановились, маршрут еще не пройден. Нам всем еще очень долго идти маршрут. Постоянно и... Ну, то есть событие, маршрут пройдено, но невозможно. Ни гипотетически, никак вообще. То есть, учитывая... А парадоксальность же в том, что, учитывая, да, там, что у тебя написано, типа, там, оленя альбиносы и старуха с куском земли за место лица и все такое... Такие маршруты не проходятся. И жуткая вечер, много клещей, красивое место днем, и жуткое вечер, и жуткое вечером. Вот ты, Гриш, когда приехал сюда, рассказал мне такую формулировку, взятую из тюремной жизни. Золотая воля. Ну, вообще свобода. В твоей жизни есть 2 маршрута. Есть светлый маршрут, который мы вчера слушали, и есть вот этот темный маршрут. И в одном маршруте есть она абсолютная свобода, а в другом маршруте абсолютная несвобода. А это вот ты начал размышления эти свои с золотой воли. И я вспомнил о том, что есть такое понятие, как человек, который употребляет там какие-то тяжелые наркотики, у него может
произойти там передоз, так называемый, да, их, и это называется, он ушел на золотую. И это про смерть. А золотая воля, она как бы вот про жизнь, да, их, и про свободу. Про маршрут свободный и их абсолютно свободный, и про маршрут, который абсолютно не свободный. И, собственно, в самом маршруте это все тоже, ну, об этом же и рассказывается, да. То есть это можно сравнивать, знаешь, и красота, и уродство, да, там, трезвость и там нетрезвость этого всего. И как бы это странно ни прозвучало, но дорога-то одна, понимаешь? И она не может быть все время там, ну, красивой. Она не может быть все время там не свободной. Срок, в конце концов, не резиновый. Он рано или поздно закончится. До этого была такая жизнь, как бы, проходящая мимо него, а здесь он, наконец-таки, в конце маршрута, в последней локации, в этом заброшенном кафе, он обрел эту жизнь и остался там навсегда. То есть она мимо него теперь не уходит, он дальше не идет, маршрут пройден. Теперь точно не умру. Какая же горячая и неизвестная кровь. Она течет по кругу, согревая себя и все вокруг, не пуская в это заброшенное кафе холод и снег. От моих безжизненных ног кровь в лежащих артериях не остывает. Она отдает тепло, совсем не замедляя движение. Слабый огонек горящего подземного газа, только лишь дополнение к этому живому теплу кровеносных слов. Маршрут пройден. Вдалеке за стеной я слышу последние голоса Лосиного острова, летающие с ледяным ветром под фронтовыми звездами. Дыхание сбивается и замирает сердце, а в кармане лежит засохший листок клевера, который никто никогда не найдет. Благодаря своей выносливости, мудрости и духовной силе путешественник преодолевает все трудности и, наконец, достигает волшебного озера в конце пути. В этом озере обитает небесный лось, окруженный светом и аурой величия.